Когда мы чувствуем тупик в карьере, часто первое, что приходит в голову, это пройти тест на профориентацию. Мы надеемся, что данные, статистика и алгоритм укажут нам наш дальнейший путь. Однако для состоявшихся профессионалов эти тесты часто становятся не просто бесполезными, а вредными. Здравствуйте, я Мария Булавская, коуч для состоявшихся профессионалов. И сегодня мы с вами поговорим о том, почему стандартная диагностика пасует перед вашим опытом и что делать, когда вы переросли все привычные тесты. Начнем с почему. Первая причина – это проклятие компетентности. Тесты измеряют ваши навыки, что вы можете. Но за годы вашей работы ваши навыки отточены до автоматизма. Поэтому тест видит, например, что вы блестяще управляете командами и выдает, что вам нужно быть директором. Но в этом и заключается ловушка. Мочь-то вы можете, но вы больше не хотите. Поэтому тест фиксирует ваш ресурс, но игнорирует цену, которую вы платите за его использование. И происходит выгорание от мастерства. Вторая причина – это то, что тесты ищут ваши интересы, а вам нужны смыслы. Большинство методик проверяет, что вам нравится делать. Считать, руководить, создавать контент. Но ваш кризис – это не кризис действий, это кризис смыслов. Вам уже не так важно, что конкретно делать, проводить совещания, писать стратегии. Вам важно другое. Вам важно, ради чего вы это делаете, какой след вы хотите оставить после себя. Исследования показывают, что удовлетворенность работой у взрослых людей на 70% зависит от совпадения смыслов и лишь на 30% от конкретных задач. Тесты же этот уровень практически не считывают. И третья, самая глубокая причина – это ваша профессиональная маска. За годы успешной карьеры вы обросли мощнейшей социальной идентичностью. Когда вы отвечаете на вопросы теста, вы часто делаете это не из своего «я» настоящего, а из своего «я» профессионального. Вы часто подсознательно выбираете ответы, которые соответствуют вашему статусу и ожиданиям вашей среды. В итоге тест выдает профиль того, кем вы и так являетесь, а не того, кем вы хотите стать. Что же делать, когда логика и тесты бессильны? В этом случае надо работать на более высоких уровнях организации, которые организуют ваши действия в нужном вам направлении. Это не уровень действий, это уровни ценностей, идентичности и миссии. Для такой глубинной работы существуют специальные коучинговые инструменты, которые помогают обойти вашу успешную историю и логику и докопаться до самых ваших истинных ответов. Именно там мы находим ваши смыслы, которые помогут вам спроектировать ваш следующий профессиональный шаг так, чтобы он чувствовался по-настоящему вашим. Однако одних инсайтов для изменения жизни недостаточно. К глубине рассуждений всегда должны прилагаться действия, но только после понимания, куда идти и почему. Иначе действия часто бывают хаотичными, мы их часто бросаем, переключаемся, пробуем что-то новое и не приходим в итоге никуда. С наличием понимания, куда и почему, действия выравниваются и направляются для достижения вашей цели. В своей работе я помогаю клиентам найти ответ на вопрос, куда дальше, а главное, зачем. И сопровождаю их в воплощении их проектов, которые по-настоящему их зажигают. Туда, где работа дает драйв, а не забирает силы. Если то, о чем я сегодня говорила, вам созвучно, я приглашаю вас продолжить знакомство. Под этим видео есть ссылка на мой сайт. Там я подробно описала свою методологию и то, как именно мы можем выстроить вашу личную стратегию развития. Приходите и посмотрите. Если мой подход и видение вам откликаются, там же можно выбрать формат работы со мной
или связаться со мной. Я буду рада помочь вам спроектировать вашу новую профессиональную траекторию. До встречи!